Привет всем, это канал Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сейчас мы уже находимся в городе Элязы, мы приехали домой с деревни нашей, но, по-моему, мы вернемся обратно. Во-первых, у нас еще не закончился процесс сбора урожая, то есть наших абрикос. А второй момент, что у нас в городе ужасно жарко. Просто у нас сейчас на данный момент плюс 30, это вечер. И это прохладно, чтобы вы понимали. Вот, у нас, не знаю, днем просто какая-то печка. Ты выходишь на солнце, и тебя прям как на сковородке обжаривает с двух сторон. Поедем мы в село завтра. Сейчас иду в магазин, хочу купить ювку. Ювка — это тоненькое тесто для выпечки. Оно очень классное, очень вкусное. Просто я его обожаю. Могу есть так без ничего. Я постараюсь вам заснять в селе. Вот. Но обычно у нас там такая суматоха, не особо получается что-то снимать. В общем, сейчас идем в БИМ покупать сачивкасы. Хочу показать вам несколько сладостей, конфет и батончиков, которые очень похожи на наши. Так, например, вы сейчас видите примеры, которые похожи на баунти. Турки очень любят кокосовую стружку, добавляют ее во многие десерты. Этот батончик похож на Марс. Честно говоря, конфеты я не особо люблю, как и батончики. Очень люблю сникерс, только сникерс, слава богу, в Турции есть. Этот очень похож на Твикс. Также нашла в БИМе гречку. Вы знаете, есть такое небольшое дело в БИМах, где собираются необычные товары с разных стран. Так, например, я нашла гречку. Стоимость за полкилограмма 23,75. Еле нашла эту ювку, на празднике все вымели. Осталась только уже, которая порезанная. Нам порезанная не нужна. Вот, в общем, купила 2 килограмма обычной ювки, переклики. Ювки за 64 лиры. Получается 1 килограмм 32 лиры. Ну, дороговато, конечно. Она раньше стоила намного дешевле. Раньше, по-моему, килограмм стоил около 20 с чем-то лир. Но цены растут, это понятно. И никуда от этого не деться. Яваш! Приехав в село, у нас стояла сильная жара, но в последние дни, когда уже можно было уезжать, поднялся сильный ветер. Малой захотел погулять, но ветер был такой сильный, его чуть не сдуло, и меня вместе с ним. Очень сильно дул ветер, но, к сожалению, когда наши собирали абрикосы в саду, была сильная жара, а когда мы решили уезжать, поднялся ветер и была прохладная погода. Но, несмотря на это, работа продолжалась. Вы видите, как ветер поднимает пыль, песок. Также мы играли на балконе в шахматы, и в этот момент начался сильнейший ветер, и нашу шахматную доску прям ветром сдуло. Здесь у нас в бассейне мы обнаружили рыбу. Давно, еще в прошлом году, один из племянников Османа выловил ее в реке и решил, что она теперь будет у нас плавать в бассейне. Мы про нее забыли, а вот недавно она начала плавать активно в бассейне, мы ее заметили, и малые очень обрадовались. Теперь у нас есть большой аквариум. А вот и виновники торжества. Почему мы приехали в село Абрикосы? Сейчас они еще не полузанные, а вот уже полузанные. Это уже, считайте, практически курага. Косточки с абрикос семья Османа также собирает, потом они их бьют, достают сердцевину и продают. Наши прекрасные горы, цветочки. Каждый год в конце сбора урожая устраивается такой, знаете, праздничный завтрак, обед и потом еще и ужин. В этот раз праздничный завтрак мы готовили с невесткой вдвоем. Мы, конечно, не особо там старались, потому что было не очень много людей, поэтому такой у нас, в принципе, скромный завтрак. Наконец-то у нас закончился сезон сбора урожая. В этом году он у нас продлился 2 раза по 2 недели. Ой, по 1 неделе. Итого 2 недели. Собрано абрикос, к сожалению, мало. Ну, я не знаю, даже к сожалению или нет,
Как-то уже так всем надоели эти абрикосы. Но в этом году уже так получилось, что рабочих не нанимали. Вся семья Османа была собрана на сбор урожая. Кстати, помните, я говорила вам о поливе сада? Вот так вот выглядят шланги. Они практически возле каждого дерева. Их иногда переставляют. Это, в общем, целая система. А вот на такие штуки я боялась наехать в прошлый раз на тракторе. Каждый день я в ожидании, когда уже у нас созреют гранаты, но они не спешат. Они еще маленькие-маленькие. Обратите внимание, какие у нас большие гроздья винограда. Но, кстати, в семье Османа очень любят зеленый виноград, не ждут, пока он доспеет. И мы наконец-то едем в Элязыг. Наконец-то это все закончилось. Это было весело, это было интересно, но, к сожалению, долго. Для меня находиться 2 недели в селе — это очень много. Как только я приехала в Элязыг, как вы думаете, куда я пошла? На следующий день я сразу же пошла в Элизиум снимать стресс. Но, к сожалению, в магазинах не было ничего интересного. Почему-то в последнее время мужские вещи намного красивее, чем женские. Стоит задуматься. Это мой любимый костюм. Покупала его в прошлом году в Стамбуле. И после долгих хождений и раздумий мы решили пойти в ближайшее кафе. У нас сейчас в Элязыг просто бум на вафли. Очень много заведений подают вафли. И, кстати, в этом кафе очень интересная подача. Вернее, не подача, а сам процесс принятия заказа. Дают коктейльную карту. А также дают листочек, в котором вы отмечаете, что бы вы хотели увидеть в своей тарелке. Так мы, например, выбрали вафли. Там выбирается вид вафли, то есть они могут быть круглые, квадратные, с каким шоколадом, с какой начинкой, какими фруктами. Очень интересный подход, потому что если официант будет спрашивать это все, это займет очень много времени. А так все очень быстро и эффективно. Очень мне понравился такой способ. Это наш заказ. Я не люблю ананасы, поэтому главное, чтобы без ананаса. А вот то, что нам принесли. Мы не ожидали, что мы заказали так много начинки. Также потом мы узнали, что в данном кафе еще есть кумпир. Это начинки для кумпира. Кумпир — это запеченный картофель, его разрезают напополам и кладут начинку. Хотела сказать, что я ничего не купила, но потом вспомнила, что я купила сережки. Купила 3 разных пары, очень классные, мне понравились, очень долго их выбирала. Все они разные, интересные. Стоимость в районе 100, одни 100 лир, вторые 110, по-моему, другие 120, что-то такое. Очень они мне нравятся. Кстати, в Катоне очень качественные украшения. Когда их покупаешь, они где-то год-два выглядят прилично. Итак, мы с вами уже в центре. Я приехала, чтобы купить золотые монетки. Как-то доллар мне не нужен, доллар, он как лира, он может сегодня быть, завтра его, может быть, и не будет, его очень легко поменять. А вот золото, оно более такое, знаете, его, чтобы поехать продать, это его надо куда-то ехать, в магазин специальный, вот, и, короче, вот так более-менее они сохраняются. А если доллары, то доллары как лиры, и нет. Вот цены на золото на данный момент. Конечно же, цены каждый день меняются, могут быть больше, могут быть меньше. Я хочу купить Ярым Алтын, стоит он 5410 лир. Кстати, в интернете, если вы будете смотреть цены на золото, они будут разниться. В таких магазинах цены на золото немножечко выше. Вот так выглядят золотые монетки. Большие — это Там Алтын, средние — это Ярым Алтын, и те, которые самые маленькие, это Чейрек Алтын. Нас интересуют средние монетки Ярым Алтын. Все происходит как в обычном продуктовом магазине. Деньги, товар. Все очень быстро. А вот так выглядят эти магазины снаружи. Хотела оплатить картой оплатить нельзя, пришлось идти в банк, снимать деньги. Вот, в общем, такое. Золотишко купили, теперь надо что-нибудь и себе купить. Решила хранить деньги в золоте.
Ну, как-то, мне кажется, это как-то мне так спокойнее. Я уже несколько раз покупала, но все время как-то забывала снять видео об этом. Сейчас турчанки, конечно, больше покупают всякие браслеты, там прочее, но я их не ношу, я больше по кольцам, как-то вот эти вот все браслеты огромные мне не нужны. Вот. А вот монетки мне очень нравится собирать. У нас в Алязиге очень любят этот магазин, называется Шик-Шик, но почему-то, я не знаю, не могу я себе здесь ничего подобрать, разве что одежду для дома и футболки. Все остальное как-то, не знаю, все печальное для меня, и фасоны, даже если смотреть издалека, в принципе, есть что-то можно интересное выбрать, но если посмотреть ближе, то качество хромает. Также в центре у нас очень много магазинов бижутерии и все, что нужно девушкам, все для макияжа и прочее. Кстати, очень сейчас у нас популярна одежда Туба. Туба — это турецкий производитель качественной одежды для покрытых, но есть и интересные модели, которые можно купить и открытым девушкам. А это наш местный рынок. Здесь всегда многолюдно и кипит торговля. На узких турецких улочках вы можете часто увидеть и услышать продавцов овощей и фруктов. Они используют для этого такие специальные тележки, которые помогают им быстро перемещаться. Где бы я оказалась под конец дня? Конечно же, в бассейне. Наконец-то иду в свой любимый бассейн. Купила абонемент давненько. Надеюсь, он еще работает. Вот там уезжает моя Зая. Так, вот такой у нас получается вид вокруг бассейна. Очень большая парковка, сам бассейн тоже очень большой. Здесь, по-моему, в районе, по-моему, 50 метров здесь бассейн. Я ходила очень давно, поэтому так и не вспомню. А в интернете не пишут, для них это не важно. Я все время всех подговариваю идти в бассейн, а у самой абонемент закончился. Мы в прошлом году с Османом купили абонемент, думали, что он еще действителен, но, к сожалению, нет. И так получается месяц 400 лир. В принципе, нормально, недорого. Вот. Но жалко тот старый абонемент. Я думала, он тут по своим знакомствам как-то мы проедем, скажем так. Но не получилось. Внутри очень многолюдно. Я хожу только в женское время. Я не думала, что в Алязиге так много женщин, которые умеют плавать. Заходила в бассейн днем, а вышла ночью. Тренировка была на 7 часов. Длится она час, 8 часов заканчивается, и дается полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и высушить волосы. С волосами сложно, потому что у всех турчанок очень густые длинные волосы, а фен на всех один. Придется купить еще и фен. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.